Всем привет! Вы на канале World of Money, Мир банкнот, с вами Артур. Сегодня у меня обзор на очередное пополнение моей коллекции банкнот мира. Вот письмо, которое я получил и которое мы сейчас вскроем и посмотрим, какие там есть интересности. Вот видим, внутри есть банкноты. Аккуратно отсоединим все крепления. Ого, даже так. Правильно, чтобы никуда не сбежали. Так, подготовлю экран, надену перчатки и все по порядку. Итак, первая банкнота Непал 5 рупий 2005-2006 годов. Недатированный, модифицированный выпуск 2005-2006 годов с портретом короля Гянендры на лицевой стороне. 4 номинала в этом выпуске: 5, 10, 20 и 100 рупий. Мне интересна тема непальских банкнот, поэтому решил пополниться. Основные цвета: сиреневый, коричневый и зеленый. Лицевая сторона: король Гянендра в королевском платье и короной с перьями. 12-й и последний король Непала. Правил с 4 июня 2001 года по 28 мая 2008 года. Монархия была упразднена в связи с провозглашением Непала Федеративной Демократической Республикой. В центре храм Таледжу в Катманду. Индуистский храм, посвященный Таледжу Бхавани, королевской богине династии Мала в Непале. Построен в 1564 году. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Вверху справа аверс непальской золотой монетой номиналом 1 асарфи. Водяной знак король Гянендра. Также присутствует сплошная защитная нить. Оборотная сторона. 2 пасущихся домашних яка. Одомашненный вид парнокопытных из рода настоящих быков. Яки изображены на фоне горы Эверест. Также изображены герб Непала и логотип Центрального банка. Размер банкноты 120 на 70 мм. Банкнота отпечатана в типографии Делару, британской компании, одной из крупнейших в мире производителей ценных бумаг. В каталоге Пика Краузе банкнота определена под номером 53, имеет 3 разновидности, которые различают по подписям и по тексту на лицевой стороне. Моя банкнота относится к 3-й разновидности. Верхняя строка текста состоит из 2 слов и вариант подписи номер 16. Посмотрим банкноту под воздействием ультрафиолетового света. Вот так она выглядит. Средняя цена банкноты 100 рублей. Следующая банкнота тоже Непал, 10 рупий 1985-2001 годов. Недатированный выпуск 1981-2001 годов состоит из номиналов 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 рупий. Основные цвета банкноты: коричневый, зеленый и сиреневый. Лицевая сторона: король Бирендра в королевском платье и короне с перьями. Бирендра Бир Бикрам Шахдев, 10-й король Непала с 1772 по 2001 годы, из династии Шах, фельдмаршал королевской непальской армии. В центре бог Вишну верхом на Гаруде, каменная скульптура 7 века. Гаруда в древнеиндийской мифологии царь птиц, ездовое животное бога Вишну. Вверху справа аверс непальской золотой монеты номиналом 1 асарфи.
Водяной знак «Корона из перьев». Имеется оконная защитная нить с микротекстом. Оборотная сторона. Семейство трех гарн или винторогих антилоп. Также изображены герб Непала и логотип Центрального банка. Размер банкноты 133 на 70 мм. Банкнота отпечатана в типографии Perum Peruri, государственной корпорации по печатанию денег Республики Индонезия. В каталоге Пика Крауза банкнота определена под номером 31, имеет две разновидности, которые различают по подписям, размеру серийного номера и наличием защитной нити. Моя банкнота относится ко второй разновидности, вариант подписи номер 14 и наличие защитной нити. Посмотрим банкноту под ультрафиолетовым светом. Вот так она выглядит. Средняя цена банкноты 150 рублей. И еще одна банкнота Непала. 20 рупий 2002-2005 годов. Недатированный выпуск 2002-2005 годов состоит из 6 номиналов: 5, 20, 50, 100, 500 и 1000 рупий. Основные цвета банкноты: оранжевый, коричневый. Лицевая сторона. Король Гьянендра в королевском платье и короне с перьями. О нем я уже рассказывал. В центре храм бога Кришны, Кришна-мандир, храм 17 века в Паттане. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Также изображена статуя Гаруды на колонне, расположенная возле храма. И снова видим вверху справа аверс непальской золотой монеты номиналом 1 сарфи. Водяной знак «Король Гьянендра». Имеется оконная защитная нить с микротекстом. Оборотная сторона. Барасинга или болотный олень. Млекопитающее семейство оленевых. Слово барасинга означает олень с 12 рогами. Также видим изображение герба Непала и логотип Центрального банка. Размер банкноты 138 на 70 мм. Банкнота отпечатана в Canadian Banknote Company, канадской компании, занимающейся защитой полиграфической продукции. В каталоге Пика Крауза банкнота определена под номером 47, имеет две разновидности, которые различают по размерам подписей и различию текста по центру. Моя банкнота относится к первой разновидности. Короткая подпись и 3 слова в нижней строке текста. Посмотрим банкноту под воздействием ультрафиолетового света. Вот так она выглядит. Средняя цена банкноты 200 рублей. И последняя банкнота моего сегодняшнего пополнения, из-за которой, собственно, и были куплены все остальные банкноты. Португалия, 500 эскудо 1997 года. Очень заинтересовали меня банкноты Португалии. Кое-какие пополнения по этой теме у меня уже имеются. И для начала я хочу показать вам их. Вот это 50 эскудо 64 года, 20 эскудо 1971 года, 50 эскудо 1968, 20 эскудо 1978, их у меня две разновидности, 500 эскудо 79, 100 эскудо 1980-85 годов, 100 эскудо 1986-88 годов, 500 эскудо 1987-94 и 1000 эскудо из этой же серии 1983-94 годов. Очень интересные банкноты, и вот я решил немного расширить эту тему своей коллекции. Итак, 500 эскудо 1997 года, выпуск 1995-2000 годов, тема «Португальские мореплаватели и исследователи». Это последний выпуск банкнот Португалии перед введением евро. Одна из самых красивых, на мой взгляд, серий, но, к сожалению, этот выпуск имел короткий период хождения, всего 7 лет, до введения в 2002 году наличное обращение евро. Обмен производился до 28 февраля 2002 года. 500 эскудо в эквиваленте 2,49 евро. 5 номиналов было выпущено в этом выпуске.
500, 1000, 2000, 5000 и 10 тысяч скудо. Банкноты выполнены в едином дизайне. На лицевых сторонах изображены портреты выдающихся личностей португальской истории, мореплаватели, исследователи. На оборотных сторонах корабли и сцены, связанные с этими историческими личностями. Основные цвета банкноты: фиолетовый, коричневый, оливковый. Лицевая сторона: Жуан де Баруш. Годы жизни 1496-1570. Португальский летописец, историк и писатель, прозванный позже португальским Ливием. Как известно, Тит Ливий – древнеримский историк, посвятивший всю свою жизнь составлению истории Рима. В центре аллегорическая карта мира с обозначением португальских владений. Вот видим на Африке и на Азии. Водяной знак Жуан де Баруш. Имеется сплошная защитная нить с микротекстом. Оборотная сторона. Аллегория. Эпоха великих географических открытий. Размер банкноты 125 на 68 мм. Банкнота отпечатана во французской типографии Ouverture Technologies, одной из крупнейших в мире частных типографий по производству банкнот и другой защищенной продукции. В каталоге Пика Крауза банкнота определена под номером 187. Имеют 3 разновидности, которые различают по подписям управляющего и администратора банка и датой печати. Моя банкнота относится ко 2-й разновидности. Подпись управляющего банка Антонио Жозе Фернандес де Суза и администратора банка Бернардино Мануэль де Кошта Перейра. И дата на банкноте 11 сентября 1997 года. Теперь посмотрим банкноту под воздействием ультрафиолетового света. Очень красиво выполнена. Средняя цена банкноты 1300 рублей. В ближайшей перспективе планирую пополнение и другими номиналами из этого выпуска. Ну вот, друзья, я показал вам все банкноты этого пополнения. На этом этот обзор подошел к концу. Всем большое спасибо за просмотр. Ставим оценку этому выпуску, пишем комментарии и подписываемся на мой канал. Также не забываем, друзья, нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе моих новых выпусков. Всем здоровья, добра, мира и успешных пополнений. До новых встреч!